Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, цыганский пасьянс, неожиданности и сюрпризы ноября. Давайте узнаем, какова вторая половина ноября 2024 года. Помним, конечно, что жизнь не бывает полностью предсказуема, но и планетарно-то как раз вторая половина может для нас ознаменовываться какими-то совершенными неожиданностями, но помним, что это всегда возможности. Главное их увидеть, основная задача. И у нас сегодня карты пасьянса. Это всегда как событие, больше беспристрастно. И мы сначала разложим этот пасьянс, но после все же дополним, как видит колода Таро. Итак, для вас, мои дорогие близнецы, вторая половина ноября. С чем может быть связана? Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео. Кому интересно более подробно, вы можете прочитать, как и планетарный гороскоп у меня есть на ноябрь месяц. Есть и гороскоп до конца 2024 года. Опять же, можете и по солнечному знаку зодиака, можете и по асценденту посмотреть, прочитать. Все ссылки будут в описании, и на другие видео перейти также на плейлисты. Смотрим, что же у вас совпадает. У кого-то встреча может быть важная, либо даже как новое знакомство, потому что выпадает лицо, так это называется в этом пасьянсе, как цыганка изображена. Поэтому это может быть как новый человек, да, или какие-то контакты с новым лицом, может быть общие дела какие-то, либо тот человек, которого вы давно не видели, тоже может вдруг в вашей жизни появиться, может быть, для решения некоторых дел, или даже как случайно вы его встретите, так бывает, или он напишет, но вообще, мои дорогие, у вас перемены на пороге, практически так. Часы как раз о переменах. Давайте будем смотреть, что нам еще расскажут. Карты пасьянса. Какие же неожиданности и сюрпризы. Любовь, мои дорогие. Перемены в любви, может быть, как личная жизнь, какие-то приятные новости, известия. Это роза у нас выпадает, да, одновременно. То есть именно с личной жизнью могут быть связаны у кого-то перемены. Может быть, это отчасти, кстати, встреча ваша. Вы были прежде на расстоянии. Может быть, у кого-то первый раз эта встреча. Многие знакомятся посредством интернет, и вы встретитесь уже лично, контакт ваш какой-то. Понятно, это не для всех. Перекладывайте именно на свою жизнь, на составляющую то, что у вас проигрывается. Почему я так говорю? Потому что выпадает еще дорога. Безусловно, для кого-то это сами по себе переезды, дороги, какие-то планы, которые, опять же, с перемещением вашим будут тоже совпадать. С другой стороны, могут быть и вопросы вашего дома, именно как переезд. Или что-то вы будете дома улучшать в своем доме. У кого-то личная жизнь, посмотрите, прочный союз. Я должна сказать, что личная жизнь даже для тех, кто в паре, для тех, кто люди семейные, новыми красками, мои дорогие близнецы, играет, потому что и любовь, именно перемены какие-то положительные, возможные поездки, а также у нас и прочный союз, и еще у нас выпадает кот, а это флирт, это хорошее настроение, без сомнения, это что-то доброе. А еще и гости выпадают, посмотрите. Ух ты, праздник какой-то, точно. У кого-то ему, я могу предположить, вплоть до бракосочетания, еще и венок. Понятно, не у каждого. Мы все разные, понятно, и по возрасту, и по вашим целям, задачам, планам тоже. Но тогда, если мы в целом говорим, личная жизнь, мои дорогие близнецы, в ноябре вторая половина, какой-то очень важный период, который может быть связан именно с переменами. И самые разные люди, это понятно, что как те, которых мы не знаем, я сказала, да, у кого-то как первая встреча,
Или, может быть, это тот человек, кого вы не видели очень давно, вы встречаетесь. Или, может быть, и знакомство я такое тоже могу допустить. Для тех, кто в паре, для тех, кто люди семейные. Ну, больше взаимопонимания – это факт. Или когда отношения вот по-другому, как будто вы видите партнера. Или, может быть, в вашей семье, мои дорогие, уже в сложившемся вашем союзе. Тоже какой-то праздник. Но я должна сказать, что вам может что-то не нравиться. Вот есть такой нюанс. Выпадает череп. И это не есть что-то серьезное, а это наше переживание. Ну, переживания могут быть по разным поводам, безусловно. И все то, что нам выпало здесь, оно не говорит о чем-то таком серьезном, чему нужно, знаете, как все оставить и заниматься одной какой-то проблемой. Отнюдь нет. Как раз карты очень положительные. Но это значит внутренние, либо сомнения иногда, поэтому тоже идут. А нам говорят про любовь, нам говорят про прочный союз, взаимоотношения как раз прочные. Ну, так и тоже бывает, поэтому может быть и неожиданности в том плане, что укрепить ваши узы или укрепить ваши отношения. Но что такое союз, мы говорим, да, даже в личной жизни? Это два человека, два разных совершенно человека. И от того, как мы сумеем договориться, будет зависеть наше счастье. Это только так. Над отношениями тоже надо работать своего рода. Но, может быть, какой-то вопрос вам стоит аккуратно проговорить, вынести словно на поверхность, чтобы не было недосказанности, чтобы не было сомнений, чтобы не было недоразумений тоже. Поэтому вот такое внутреннее чувство его никогда нельзя в себе гасить или утрамбовывать, как я говорю. Наоборот, лучше дипломатично сказать человеку, потому что мы можем всегда начнем думать, и как додумываемся до чего-нибудь, а этого часто в жизни не существует, или это наши ошибочные какие-то мнения, суждения. Поэтому лучше, когда ты проговорил, глядя человеку в глаза, ты уже видишь и его реакцию, и понимаешь, что ты как-то можешь этот вопрос скорректировать. Итак, карты Таро. Неожиданности и сюрпризы. И первое. Неожиданности ноября для вашего знака, мои дорогие близнецы. И с чем это связано? 3 карты. Далее 3 карты сюрпризы, которые могут вытекать из неожиданностей. Или какие положительные моменты. Опять же, в этом контексте мы смотрим. У нас ведь так бывает, что-то неожиданно, а мы думаем, что ну вот, все. А это только начало. Победа. Вот вы победители, карта победителя выпадает. И по этой карте мы не можем, увы, расслабиться. Продуктивный период, я уже об этом сказала. Может быть, и какие-то важные согласования, которые вы будете делать. Ага, вот что я не заметила. Очень важный момент. Голубь. Когда выпадает в этой колоде, точно знаю, мне этот пасьянс в конце 80-х годов, много лет, десятилетия, мне подарила мама, поэтому как вот это проигрывается, когда голубь, это знаете, вот когда у нас все хорошо, просто благополучие. Вот в целом всеобъемлющий период, когда даже если вы переживаете, примите к сведению, что это ваше внутреннее отношение к чему-то или к кому-то. Может быть и сомнения, а как раз нет никаких предпосылок ни к чему, тому, что реально бы было какой-то угрозой или тому, что, как, знаете, как неожиданный подвох, вот, к примеру, да, вот нет, такого нет. В самом начале выпадает как раз карта благополучия и второе победа. Поэтому разные вопросы включает в себе слово благополучие. Тут и деньги могут быть, тут и вопросы жилья могут быть, имущество, взаимоотношения с близкими или решение по работе каких-то тем. Все же у нас 6 жезлов, это дела, работа, бизнес, учеба, документы и деньги где-то, жезлы. И победа ваша. Поэтому как раз не одним, так другим способом. Это ведь мы смотрим на неожиданности, поэтому какой-то вопрос у вас может решиться даже быстрее. Но вам придется контролировать, мои дорогие близнецы.
Вот не расслабишься, это точно. Потому что как только мы отпустим где-то эти вожжи, все может пойти наперекосяк. Поэтому где-то будьте так целенаправлены в ноябре. Неожиданности и сюрпризы. Правда, карта шестерка кубков. Вообще любая 6 это победа. И в этой колоде это личная жизнь, это взаимоотношения. Да, иногда связывают это с прошлыми взаимоотношениями. Поэтому у кого-то проиграются все же те люди, которых вы знаете давно. Может быть, знали, но не видели, опять же, да, вот если мы перекладываем на карты пасьянса. А теперь это встреча, долгожданная у кого-то встреча. Или пусть это будет ваша личная жизнь, но, может быть, вопросы, связанные с родственниками. Но тогда любой вопрос, который касался именно родственников или вашего близкого окружения, может быть, ваше и участие, вы кому-то помогаете, мои дорогие, решить тот или иной вопрос, закрыть какую-то тему. Но и для вас-то тоже много положительных моментов, потому что даже если люди к нам возвращаются из прошлого, как будто для вас это взаимосвязь, взаимные контакты, они вас тоже как и обогащают, и для вас это положительный момент, какая-то победа, приятные эмоции. И хоть называют тоже как ностальгия, а тут победить эту ностальгию и превратить наши мечты в реальность. Вот есть такая возможность через неожиданности. Давайте откроем еще одну карту. Карта императрицы. Ну, что может быть лучше? Опять же, про благополучие. Императрица, мои дорогие девочки, для кого-то из вас, перекладывайте на себя, для кого это актуально по возрасту и по ситуациям, может означать и беременность, да. Потому что императрица, она у нас плодовита, или буквально, или имеется в виду ваши планы. И в данном случае, если меня смотрят мужчины, это уже ко всем и к вам тоже относятся, именно те планы, которые мы воплощаем в жизнь. Это какая-то идея, может быть, инсайт. Это как эврика. Прежде не понимал, а теперь точно знаю, о, вот так буду делать, или действовать, или у меня сейчас возможность открывается. Мы по императрице все же действуем. Это символ нового «я». У кого-то укрепление брачных уз или вашего союза, вашего взаимодействия с конкретным человеком. Мои дорогие девочки, вы здесь так вот сильны просто. Вы здесь как первую скрипку играете. Мои дорогие мужчины, эта карта может означать важную женщину в вашей жизни. По этой карте вообще в принципе нет ничего невозможного. И это то благополучие, которое приносит для нас уверенность, вот знаете, как через чувство. И мы уверены, и где-то даже расслаблены. Вот эта расслабленная уверенность, я надеюсь, вы меня понимаете, это гармония, потому что в душе восстанавливается или воцаряется у кого как. И это день сегодняшний с заходом уже на день завтрашний. Вот так, наверное, наша самодостаточность и формируется. И вот у вас через неожиданности, через победы, мне даже нечего добавить. Ну, давайте откроем сюрпризы, мои дорогие близнецы. У кого-то люди, буквально человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент, может быть и по Луне у кого-то. Часто король Пентаклей говорит о наших близких, о именно семейных узах или о людях, которым мы доверяем. Помимо всего прочего, есть такое значение, когда мы решаем некоторые вопросы, которые связаны именно с имуществом или жильем, подписываем, может быть, как и контракты, важные документы, оформляем документы в банках, может быть, у кого-то по части именно финансов, с банками будет взаимодействие, у кого-то взять кредит, у кого-то погасить кредит как раз. Ну, каков бы ни был по составу вопрос, вверху карта победителя, поэтому все получится. Все то, что означает какой-то материализм. Вот здесь у вас идет как сюрприз со знаком плюс. Может быть, и денег кто-то сэкономил, или кто-то удачно их вложил. Вот это тоже может здесь проиграться. И каким-то образом это еще может быть связано с вашей семьей или с вашими близкими, или с построением вашей карьеры. Все-таки иногда эта карта как свидетельствует о статусе, или тот статус, которого вы хотите достичь.
Да, король Пентаклей – великий консерватор. В плане вдохновения у него сложновато. Но в наше сложное время как раз это тот человек, на кого мы можем рассчитывать и опереться. И не важно, что выпадает король, как бы мужчина, да, по полу карту мы не рассматриваем. В данном случае это могут быть и девушки, и девочки, женщины. Поэтому вот какое-то надежное партнерство, мои дорогие, и важные решения. Смотрите, туз жезлов. Да, вот теперь вот это, как будто вы знаете, ноу-хау, или как я теперь действую. Выбор, ну, отчасти правильного направления, или когда была какая-то двойственная ситуация, может быть, и в личной жизни вы раздумывали, получится какой-то союз, не получится. А вот теперь вы точно знаете, что и как вы будете действовать, куда будут идти ваши отношения, или как готовы их развивать, насколько готовы в них вкладываться. У кого-то обновление отношений, мои дорогие. Посмотрите, нулевой аркан. Хаос перед началом творения. Вот так называется в одной из колод. Но в этой именно колоде удивительная карта. Она, знаете, как нулевой аркан. Следующий аркан мага. Но хаос перед началом творения в руках словно нашего шута. Весь зодиак. И он им жонглирует. Поэтому это как прелюдия обновления. Это как сама возможность, новый жизненный этап, новые возможности, может быть, у кого-то по части труда, творчества, вашего самовыражения, ваших амбициозных планов. У кого-то, может быть, и переезд все-таки по нулевому аркану, перемещение, поездки, путешествия. Это, во-первых, желание просто этого драйва даже проходит, да, но еще и возможности. Ну, давайте мы с вами достанем еще карты. К чему же все идет? Как подведем итоги и узнаем, а что же дальше? Тут действительно обновление, символ нового я, императрица. Притом, при всем, что есть еще и шестерка жезлов. И посмотрите, вот так перевернулись карты, что дальше нам как будто... А вот дальше это будущее, тройка жезлов, карта будущего. Очень символично, что на пространство нам изображено и корабль. Один из символов Меркурия, вашего Меркурия, планета-управитель, и это где-то исполнение желаний. И это будущее наше, как расширение горизонтов, расширение возможностей. Где-то и расширение кругозора, мы когда начинаем учить языки, когда мы начинаем интересоваться чем-то новым, нам хочется видеть мир, нам хочется знакомиться с людьми, нам хочется поменять окружение, а здесь у нас еще переворачивается десятка кубков. Вот мы спросили, какой итог, я даже не буду доставать дополнительные карты, вот так они как-то сами перевернулись. Поэтому какой-то задел на будущее, причем такое счастливое будущее, когда нам по тройке жезлов говорят, каким ты захочешь видеть себя, такое качество жизни ты получишь. Для тебя вот сейчас в ноябре решаются какие-то очень жизненно важные и одновременно те вопросы, которые с прицелом на далекое будущее. И чего-то для вас не упустить. Или принять какое-то важное решение. Может быть, сделать какой-то важный выбор, мои дорогие. Будет означать совершенно новую концепцию ваших желаний, новых уже. И когда вы будете себя чувствовать более счастливым, более надежным, может быть, по части как раз благополучия или финансов. Вот все же по карте императрицы такое может быть. В конечном итоге это все усиливает ваши позиции и ваши победы. Будут новые победы, кроме этого, да, потому что карта где-то это тоже предполагает. Но и личной жизни, мои дорогие близнецы, для тех, кто один или одна, тогда эти две карты советуют. Смотри немножко в будущее. Даже если ты ценишь где-то свой сольный вариант, ну, может быть, и какие-то перемены среди вашего близкого окружения или родственников, такое тоже может проходить. Но и как будто если ты все же не один, для тебя тогда жизнь играет, вот как эта радуга, новыми красками. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.